Фильм был выпущен в год 30-летия дебюта Венома в комиксах Marvel, май 1988 года. Когда космический челнок падает, один из фельдшеров отвечает: «Есть выжившие из экипажа. Это Джеймисон». Это отсылка к Джону Джеймсону из комикса, который был астронавтом и является тем, кто случайно приносит симбиот на Землю, а также является сыном издателя Daily Bugle Джей Джона Джеймсона. Я хочу, чтобы все увидели, что Человек-паук жалкий преступник. Полное фуфло, гад. В фильме участвуют 3 номинанта на премию «Оскар» – Том Харди, Мишель Уильямс и Вуди Харрельсон. Мотоцикл, на котором ездит Эдди – Ducati Scrambler Classic. Я с вами в прямом эфире. Задавать тут неудобно. Эмилио Ривера появился в обоих фильмах с участием Венома. В смысле? В «Человеке-пауке 3» он играл полицейского, а в «Веноме» появился в роли охранника. Своим рождением Веном обязан письму от фаната, которое пришло главному редактору Marvel Джеймсу Шутеру. В 80-е годы Marvel проводил конкурс для начинающих художников и писателей. 22-летний Рэнди Шулер отправил свой эскиз нового костюма для Человека-паука. Спустя месяц Шулер получил от Marvel $220 и предложение написать сценарий. Год спустя были выпущены «Секретные войны», где дебютировал симбиот Веном. Ведь ты и есть мой дом. Да и ты тоже ничего. Матиас Шанартс, Мэтт Смит и Педро Паскаль рассматривались на роль Карлтона Дрейка, прежде чем Риз Ахмед был выбран. Удачи вам в жизни. Энн Вейн работает в юридической фирме Мишелини и Макфарлейна. Это имена создателей Венома, Дэвида Мишелини и Тодда Макфарлейна. Ну, у тебя и видок. Какой? Дерьмовый. У Брока в квартире можно заметить штангу и гантели. В комиксах Брок не упускал возможности потягать железо и был в превосходной атлетической форме. Зачем? В этом нет никакого смысла. В 2017 году продюсер Marvel Кевин Файги объявил, что фильм «Веном» не будет входить в кинематографическую вселенную Marvel. Приведите следующего. Том Харди и Дженни Слейд уже играли вместе. И у меня получалось, а вот ты в этом деле полный ноль. В фильме «Значит война». Нужна помощь. Да ну? Да. Ух ты, свободно. Когда-то писатель и автор Человека-паука Дэвид Мишелини хотел, чтобы Веном был беременной женщиной. Ее предыстория была более трагичной, чем у Эдди Брока. Все было так. Беременная женщина была за рулем такси. Ее отвлек Человек-паук, в результате чего она случайно сбила своего мужа. После аварии женщина потеряла ребенка. Когда она вышла из больницы, с ней соединился симбиот. Вот так мог появиться Веном. В момент репетиции сцены в ресторане у Тома Харди возникла идея, чтобы Эдди Брок сел в аквариум для омаров. Жарковато мне. Первоначально аквариум был меньше, и его пришлось заменить. Лично меня этот момент весьма впечатлил. Лобстер, которого кусает Том Харди, на самом деле был из зефира с шоколадным сиропом. Веном в переводе с английского означает яд. Я подцепил тут одну заразу. Происхождение имени этого персонажа довольно мрачно. Человек-паук обнаруживает боевика в маске под именем Пожиратель грехов. На самом деле офицера полиции Стэна Картера. Брок был успешным журналистом, который написал серию статей, утверждая, что другой человек, Эмиль Грег, был пожирателем грехов. Когда Человек-паук разоблачает настоящего преступника, журналистская карьера Брока рушится, и он начинает обвинять Человека-паука в том, что он разрушил его жизнь. Не имея больше возможности писать серьезные статьи, Эдди Брок стал распространять ядовитые сплетни. Яд разъедал его душу. В результате он оказался в церкви, той самой, где Человек-паук избавился от симбиота, а Брок случайно его подхватил. Так появился Веном, которого мы знаем сегодня. Так бы и сожрал до времени в обрез. Это 4-й фильм Marvel в Сан-Франциско, после фильмов «Халк», «Человек-муравей» и «Человек-муравей и оса». А у вас тут не так уж и гадко. Ну что, прыгнем? Трухло. Первоначально Том Харди собирался изобразить Венома в визуальных эффектах захвата движения, но этот план был отменен из-за того, что не получалось имитировать мимику симбиота, поэтому Веном — это полностью компьютерная графика. Я Веном, а ты весь мой.
Веном ненадолго связывается с собакой, чтобы сбежать. В комиксах Веном дважды использовал четвероногих друзей в качестве носителей. Первый раз в Веном том 1, номер 5, чтобы сбежать из лаборатории в северной части Канады и добраться до ближайшего населенного пункта. Второй раз в Веном том 2, номер 6, во время событий сюжета «Паучий остров», когда была совершена атака на штаб-квартиру проекта перерождения. А у него тоже дружок в заднице. Энн Вейнг ненадолго сливается с Веномом, чтобы спасти Эдди. Это дань уважения комиксам, когда ей приходилось вступать в связь с симбиотом, и она превращалась в Ши-Веном. Она сама любого замесит. Да, это я умею. Том Харди разработал технику, в которой он сначала записал все реплики Венома, Ты убедил меня в этом. чтобы он мог слышать их через наушник при общении Эдди с симбиотом. О, ни хрена себе! Харди придумал этот процесс во время съемок «Легенды», в которой он играет близнецов. В комиксах Веном является одним из самых ярких врагов Человека-паука. Он был назван 22-м величайшим злодеем комиксов всех времен в списке Imagine Games Network 100 лучших злодеев комиксов. Интересно, кто там в первой пятерке? Давайте посмотрим. Вот это поворот! Пол Франклин, супервайзер визуальных эффектов в Веном, получил премию «Оскар» за свои работы над «Начало» и «Интерстеллар». Также он работал над трилогией режиссера Кристофера Нолана «Бэтмен». О, какой поворот! Веном говорит: Желаю тебе удачи. то же самое сказал Дрейк Эдди, когда Брок брал у него интервью в начале фильма. Пацан к успеху шел, не получилось, не фартануло. Эдди как следует смазал гелем волосы и одет в темное. Это отсылка к фильму «Человек-паук 3. Враг в отражении». Питер Паркер был одет аналогично, когда симбиот был при нем. Эдди спрашивает у Венома: Ну что, какими деликатесами тебя сегодня порадовать? Шоколадкой. согласно комиксу 96-го года «Веном. Голод», симбиотам для поддержания жизни нужно химическое вещество – фенилэтиламин, находящееся в человеческом мозге. Эдди Брок смог обнаружить, что данное вещество также встречается в шоколаде. Таким образом, он заглушал желание Венома отведать человеческие мозги. Джеки Эрл Хейли, Уолтон Гоггинс, Джим Керри, Майкл Си Холл и Майкл Фассбендер были рассмотрены на роль Карнажа. Кэмерон Монаган — единственный, кто проявил большой интерес к этой роли. Я отсюда выберусь, не сомневайся, и сразу устрою бойню. Ставь лайк, обязательно подписывайся и нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А сейчас тебе на выбор 2 интересных видоса.